настал конец твоего пути. Начиналось все так. Куда это Гонсало запропастился? Сказал, что хочет разведать заброшенный штрек. Там как раз недавно стражи из братства повыбили ползунов. А может, попросту отлынивает от работы и дуется с Алифом в кости. Ты же знаешь этих бездельников. Короче, жрать захочет, придет. Лучше посмотри, что у меня есть. Пиво? Ага. Кислятина, конечно, но здесь другого и не бывает. Явился. Твою норму мы со Стефаном должны выполнять, что ли? Ты же знаешь Яна. Он чуть что с нашего брата по 3 шкуры содрать готов. Да погоди ты бухтеть. Я там такое нашел. Такое. Толком объясни, что ты там нашел. Богатая рудная жила или еще что? Да какая корочьим демоном шила? Подземелье там. Храм старинный или я не знаю что. Поглядеть, наверное, надо. Что там за подземелье? Стефан, как думаешь? Думаю, стоит рискнуть. Если там есть что-то стоящее, то, глядишь, всем троим руды отсыплют. И отдохнуть дадут недельку-другую вне очереди. А то, чем боги не шутят, и в призраки зачислят. Только факелов захватите побольше. Я свои все пожег. Эй, вы куда? Руду поищем, пока ползунов нет. Да нет тут никого. Бежим! Еще чего. Вы на него гляньте. Кто-то его уже изрядно покромсал. Он же полудохлый. Давайте его прикончим. Кто это его так изувечил?
Да нет, он уже был покалеченный. Так я ж говорю, стражи здесь недавно орудовали. Они жвала зачем-то собирают. Дней с 10 тому Алиф нашел дохлого ползуна, отволок его башку Горнобару, так тот за нее целую кучу руды отвалил. Тогда нужно забрать голову. Зачем ее целиком тащить? Сейчас мы жвала вырвем и все. Вот и готово. Уже не зря сходили. Может, вернемся назад? Еще чего. Тут и идти-то осталось. Да, идем дальше. Только потом не говорите, будто я вас не предупреждал. Нам сюда. Наверное, когда в прошлый раз тряхнуло, эта расщелина и открылась. Скорее всего. Иначе ее до меня кто-нибудь заметил бы. Полезли. Давай, спрыгивай! Подожди, а как мы выберемся обратно? Там одному не запрыгнуть. Надо хотя бы веревку спустить. Я так и выбрался в прошлый раз. Вбил кирку, привязал к ней веревку и по ней вылез обратно. Но сейчас это делать не обязательно. Там невысоко. 2,5 метра, не больше. Подсадим друг друга, так и выберемся. Да и кирка может понадобиться. Мало ли что или кто там обитает. Вряд ли, конечно. Я уже проходил там, но мало ли. Стефан, иди вперед. Вот это да! Я ж говорил, а факелы на стенах я в прошлый раз зажег. Идемте дальше. Я в первый раз тоже до сюда дошел. А я не рискнул идти дальше один, и тут дверь закрытая. Надо придумать, как ее открыть.
Тут какие-то странные отверстия в полу. Никогда такого не видел. Интересно, для чего они? Без понятия. Дренаж, наверное. Тут всюду вода с потолка капает. И что теперь? Попробуем открыть. Тут какие-то рычаги есть. Наверное, они и открывают дверь. Будем пробовать каждый. А вдруг? А чего ты заладил? Вдруг. Дергай лучше рычаги. О, нет. Олдрик. Гонсало. Друзья мои. И мне теперь не выбраться. Проклятая тварь! Остановись! Чего тебе надо? Твое оружие не причинит мне вреда. И я здесь не для того, чтобы навредить тебе. Я хочу поговорить. О чем? Поверь, нам есть о чем поговорить. Ладно, говори. Мое имя Лассандр. Вот тебе это ни о чем не скажет. Я был верховным жрецом народа Хурху, некогда проживавшего на этом острове. Мой народ долгие годы вел войну с яркендарцами. С кем? Если ты не знаешь, о ком идет речь, значит, они давно сгинули. Это хорошая новость.
Это был воинственный, тщеславный народ, который вознамерился править всем островом. И мой гордый народ стоял у них на пути. Они проявляли неоправданную жестокость к моим соплеменникам, вынуждая нас поступать с ними так же. Но их было больше. Мы отступали, шаг за шагом, истекая кровью. В конце концов стало ясно, что войну нам не выиграть. Нас оставалось мало. Мы вынуждены были бросить свои селения и отступить в горы, где в спины нам били дикие орочьи шайки. А проклятые яркенданцы уже хозяйничали на наших землях. Тогда я решил прибегнуть к последнему средству, которое мне оставалось. Отыскать Хромонин. Что отыскать? Это трудно объяснить. Видишь ли, Хромонин — это некое магическое пространство во Вселенной, где время отсутствует, а причинно-следственные связи работают по-другому. Понимаешь, о чем я? Нет. Проще говоря, находясь в Хромонине, я имею доступ к любой пространственно-временной координате Вселенной и могу влиять на любые события. Таким образом, я намеревался спасти свой народ от гибели. Начал поиски Хромонина, о котором в наших преданиях имелись лишь обрывочные свидетельства. Мы с моими учениками уже добрались до места, где можно было открыть завесу. Нам оставалось лишь провести ритуал. Но проклятые жрецы-яркендарцы, которые называли себя стражами мертвых, настигли нас. Они осквернили наш ритуал, в результате чего он не был завершен. Я превратился в то, что ты видишь перед собой. Моих учеников постигла та же участь. Мы уже не живые, но мы и не можем окончательно покинуть этот мир. Для этого нужно совершить ритуал. Поэтому я уже много веков жду здесь того, кто помог бы нам в этом. И этим человеком станешь ты. Ты отыщешь Хромонин и поможешь нам завершить ритуал. Тогда мы станем свободными, а ты получишь награду, о которой ты не смел даже мечтать. Так этот Хромонин, его еще можно отыскать? Думаю, да. Но в оскверненном месте ритуал уже не провести. Тебе нужно отыскать другое место, где завеса наиболее утонченная. Там мы и проведем ритуал. Сейчас я передам тебе свою силу. Тебя будут посещать видения, которые будут направлять тебя в твоих поисках. Когда ты найдешь это место, мы встретимся в последний раз. Теперь поиск Хромонина — это твой путь. Но помни, тайна Хромонина может открыться только добродетельному человеку. Злого ждет неудача.
С этого момента меня стали посещать видения. Неясные, но регулярные. Теперь я точно знал, что хромонин существует, и что мне суждено отыскать его. Знание это помогло мне впоследствии отрешиться от большей части страхов, земных страстей и зова в плоти, и сосредоточиться на главной цели. Но пока передо мной стояла другая задача – выбраться из этого подземелья. Поскольку все пути отсюда были отрезаны. Я исследовал все доступные части подземного храма. Некоторые оказались затоплены, обеспечив меня питьевой водой. Других я нашел превосходно сохранившиеся книги. Несколько чистых книг я взял себе. В них я решил вести свои записи по результатам моих поисков, если мне все-таки удастся отсюда выбраться. В конце концов, мои скудные запасы пищи из сумки Олдрика закончились, а силы полностью иссякли. Я вернулся в зал, где, казалось, вечность назад встретил Лассандра. И лег в ожидании смерти. Эге, да это один из пропавших рудокопов. Похоже, он еще жив. Поднимите его и дайте ему воды. Ну что, Стефан, очухался? Олдрика и Гонсало мы уже нашли. Они мертвы, проткнуты насквозь как иголками. О том, как это произошло, ты расскажешь потом. Вы нашли здесь что-нибудь ценное? Здесь ничего нет. Книги пустые. Зачем они тебе? Ладно, тащите парня наверх. Как оклемается, отправьте в лагерь. Освобождаю его от работы на месяц. Малый выжил чудом. За месяц, отведенный мне Яном на лечение, я почти полностью восстановил свои силы. Старый лагерь жил своей обычной рутинной жизнью. Пока меня не впутали. Скорее всего, ты прав. Но я уже не мог отдаться этой жизни так, как прежде. Телом я был все еще здесь, а мыслями и душой уже шел по следу тайны, имя которой Хромонин. Видение, что я получил в подземном храме после ухода Лассандра, с видом какой-то башни оказалось слишком туманным и не давало никаких ответов. Но мысли о Хромонине полностью завладели моим умом. Я не хочу в это ввязываться. Ни о чем ином я уже думать не мог. И тем более я не хотел возвращаться в шахту. Даже сама мысль об этом казалась мне невыносимой. Было не слишком умно. Я не хочу в это ввязываться. Накануне того дня, когда мне надлежало возвращаться в шахту, я наконец решился. Больше этого не случится. В моем видении мелькала какая-то башня на побережье, и я положил себе начать поиски Хромонина именно оттуда. Эй, Глен, сыграй что-нибудь из своих сочинений.
Эй, куда это ты собрался? Снав травок и грибов просил ему собрать. Ладно, можешь пройти. Только не отходи слишком далеко от ворот и возвращайся до заката. А то ищи тебя потом. Держи это при себе. Прежде мне не доводилось забираться так далеко в одиночку, а в шахту и обратно мы ходили под охраной стражников. Теперь же я остался один на один с опасностями Рудниковой долины, и помочь мне было некому. Здесь я сделал свою первую запись в дневнике. Тот, кто решил отвергнуть все соблазны и встать на путь добродетели, должен знать, где сокрыт источник силы. Это поможет ему порвать цепи, которыми этот мир сковывает его, и доказать, что он достоин получить хромонин. О башне туманов и о ужасах, творящихся в ней в колонии, слышали все. Поэтому я сразу же понял, где нахожусь. И я догадался, что это та самая башня, которую я видел в своем первом видении. Но зловредная нежить появилась так не кстати. И я упустил шанс узнать что-то важное. Может быть, самое важное в моей жизни.
А возвращаться назад на верную смерть я уже не рискнул. Мудрец рассматривает ситуацию в целом, прежде чем приступить к следующему заданию. Эй, есть здесь кто-нибудь? Ну тогда я вхожу. Кто не спрятался, я не виноват. Поразмыслив о новом видении, я пришел к выводу, что мне нужно найти самую высокую точку в колонии. И в самом деле я вспомнил, что на вершине горы есть разрушенный форт, который хорошо видно из старого лагеря, и который похож на развалины из видения. Я решил отправиться туда. Я узнал это место. Это были точно развалины из видения. Я провел здесь весь день, но ничего не произошло. Наверное, в этом месте завеса недостаточно утончена, или я недостаточно добродетелен, как и предупреждал Лассандер. Разделенная воссоединится вновь, если на короткое время будет сильно разлучена. Здесь я сделал вторую запись в новом дневнике, ибо старый пришлось поспешно оставить в шахте под башней туманов. Пришедшие из глубины времен видения Хроманина открыли мне глаза, и ничто не может поколебать мою веру в них, потому как затронули они самое мое сердце.
Проведя день в поисках, размышляя над загадочным напутствием, убегая от опасности, я нашел место, похожее на то, что я видел во сне. Это был островок возле скалы, разделявший речной поток надвое. Я провел здесь остаток дня, но по-прежнему ничего не происходило. Я даже не знал, как выглядит эта странная завеса между нашим миром и Хромонином, и как можно ее разорвать. Меня продолжали терзать сомнения, там ли я ищу. А если все это и встреча с Лассандром и видение Хромонина не более чем порождение моего больного воображения? Подземелье находился на самом пороге смерти. Возможно, это сказалось на моем душевном здоровье. Неужто никакого Хромонина нет? Я выдумал его, чтобы сбежать от ужасной действительности в свои сладостные мечты? Мудрый рыбак время от времени ищет удачи на другом берегу озера. Здесь мне опять пришлось начинать новый дневник, так как предыдущий остался в форте, куда внезапно нагрянули дерущиеся между собой орки. Я сделал следующую запись. О боги! За что же я, простой смертный, удостоился чести получить столь великое наследие? Меня страшит одна мысль о том, что я могу вновь это потерять, совершив недостойный поступок. Получив новые указания в видении, я снова отправился на поиски нужного места. Потеряв очередной дневник, убегая от шныгов, я провел день в поисках, пользуясь данной мне подсказкой, и наконец нашел похожее место. И опять ничего. Ни малейшего намека на какие-либо сверхъестественные явления. Но сдаваться и терять веру в Хромонин я не собирался.
давно забыл о проступке тех, кто некогда был в Каменной. Проснувшись перед рассветом, я сделал запись в новом дневнике. Я и не смею надеяться, что однажды увижу Хромонин. Дни пустых странствий и стенаний миновали. Так легко будет достигнуть абсолютного совершенства. Мне осталось совсем немного. А это еще кто такой? Это шпион. Его гуру подослали, точно вам говорю? Может, просто беглый крестьянин или скребок? Да какая разница, его нельзя отпускать живым. Он наверняка что-то разнюхал и при первой же возможности выдаст наше маленькое предприятие. Эй, оборванец, а ну-ка подойди сюда. По уже сложившейся традиции я потерял свой дневник, убегая от шайки воров. Но я помнил послание наизусть. Там говорилось о команде. Через 2 дня я пришел к корабельным останкам. На этом корабле когда-то плавала команда моряков, а теперь они и их поступки забыты. Я провел здесь остаток дня, но, увы, опять ничего не происходило. Ты найдешь меня там, где все это началось. Опять башня туманов. Теперь я понял, что это конец моих поисков. Я ощущал спокойное чувство радости от понимания того, что я уже почти у цели. Омрачала радость лишь осознание потерянного на бесплодные поиски времени. Все-таки напрасно я тогда ушел от башни туманов. Из чего я вообще взял, что ее неупокоенные обитатели пытались причинить мне вред? Если бы они желали мне смерти, я бы умер еще тогда в первый раз. У меня оставалось 2 чистых книги, и я задумался, что написать. Воспоминание о том, сколько раз я мог погибнуть вместе со своим знанием о Хромонине, заставило меня содрогнуться. Почему я пустился на эти поиски в одиночку? Не лучше ли было подыскать себе смелого и сильного спутника? Также немного стало щемить совесть от осознания моих эгоистических помыслов. Почему я один должен овладеть таким могуществом? Разве мало в мире достойных и добродетельных людей, которые тоже заслуживают этого? Размышляя так, я взял одну из оставшихся книг и сделал свою последнюю запись. Но я не должен идти по этой тропе в одиночестве. Я поделюсь своей силой с теми, кто придет ко мне, кто найдет меня. Надеюсь, они придут скоро.
Поздравляю! Вот и настал конец твоего пути. Ты нашел. Это здесь. Лосандр. Да. У нас давно все готово. Очень давно. В этом месте завеса оказалась наиболее истонченной. Если бы ты в первый раз не убежал, то мы бы уже провели ритуал. Ты готов? Я хотел спросить тебя, почему ты сам не можешь завершить ритуал и войти в Хромонин? Я не сказал тебе этого при первой нашей встрече, но теперь самое время. Для прохода через завесу требуется вся жизненная сила, которой у меня нет. Поэтому ритуал может пройти только живой человек. То есть цена тайны Хромонина — твоя жизнь. Но могущество и возможности, доступ к которым ты получаешь с лихвой, оправдывают такую цену. Пойди же! Я готов. Таким образом, Лосандр и его ученики обрели долгожданную свободу и отправились туда, куда и должны были. Наверное, стоило бы рассказать о том, что произошло со мной дальше, о том, что я узнал, увидел и какие возможности обрел, войдя в Хромонин. Но измерение Хромонина и его законы не имеют аналогов в этом мире, поэтому и описать их не представляется возможным. Скажу лишь, что, получив власть и могущество Хромонина, я постарался употребить их во благо